Привет, друзья! В этом видео поговорим про Underworld карт 40 серии. Да, не за горами выход новых карт от зеленых, и тем не менее лучше поздно, чем никогда. И сегодняшней темы у других авторов на ютубе я как-то не видел. Хотя тем, о чем я буду рассказывать в данном ролике, я уже неоднократно делился в своем телеграм-канале. Подписывайся, иногда прилетает что-то годное. На моем канале уже есть видео по Underworld. Но оно было снято давно и на примере карт амперовской линейки, то есть 30 серии. А вот с Underworld карт 40 серии есть определенные нюансы, о которых я сегодня и расскажу. Ну а перед началом ролика минутка саморекламы. Вы можете заказать сборку ПК в Москве и Подмосковье. Правда, в последнее время я совсем обленился и работаю только по югу и юго-западу Москвы, но бывают исключения. Также дистанционно занимаюсь разгонами и андервольтами компонентов и подбором комплектующих в ваш бюджет под ваши задачи. В ряде случаев решаю другие смежные вопросы, связанные с вашими ПК. Все платно, все дорого. Мои контакты на экране, а также под данным видео. Ну а мы начинаем. Для тестов я, как обычно, буду использовать Cyberpunk 2077. Время идет, а эта игра по-прежнему остается одним из лучших бенчмарков с гибкими настройками и отлично подходит как инструмент для разгона и Underworld карт. Для самых маленьких, кто совсем не знаком с основами Underworld, в описании к данному видео я оставлю ссылку на первый ролик, где я более подробно рассказываю базовые вещи. Также после проведенных работ по картам и по процессорам, в особенности по части Underworld, на радостях при ощутимом сбросе температур заказчики задают вопрос, а почему же производители сами так не делают? Поэтому давайте проясним, что же такое Underworld и почему же все-таки эти самые производители умышленно перегревают наши видеокарты. Давайте предположим, что вы являетесь производителем чипов, неважно, будь то чипы для графических ускорителей, они же видеокарты, или же для процессоров. И вы произвели 5 одинаковых чипов, которые номинально должны работать на частоте, предположим, в 3000 МГц. Получив заветные чипы, вы приступаете к тестам, в результате которых оказывается, что для поддержания той самой номинальной частоты в 3000 МГц одному из них требуется напряжение в 930 мВ, второму в 900, третьему потребуется уже 970 мВ, четвертому 950. Ну а пятый, в свою очередь, согласен работать на 3000 МГц при напряжении всего лишь в 880 мВ. Да, мир несовершенен, не бывает двух одинаковых кремниевых чипов, каждый из них имеет определенную степень удачности. Но вам, как производителю, нужно продать все 5 чипов, в противном случае вы просто понесете производственные убытки. И несмотря на то, что в вашей партии из 5 чипов есть невероятно удачный экземпляр, работающий на напряжении всего лишь 880 мВ. Рядом с ним лежит также и неудачный кристалл, требующий уже целых 970 мВ. И я очень сомневаюсь, что вы будете писать отдельный BIOS с кривой напряжений под каждый чип, который вы изготовили, с учетом того, что в реальности речь, конечно же, идет не о 5 чипах, рассмотренных для примера, а о десятках и сотнях тысяч одинаковых, но по-своему удачных кристаллов. И единственно верным решением здесь будет подвести все наши чипы к одинаковому знаменателю. То есть заовервольтить, зашив в них из коробки завышенное напряжение, предположим, в 1000 мВ, то есть в 1 вольт. Таким образом, все 5 наших чипов гарантированно заведутся из коробки у тех, кто их купит, но и греться при таком напряжении они будут плюс-минус одинаково. Но ведь кому-то повезет купить именно тот чип, который требовал для своей стабильной работы всего лишь 880 мВ. А следовательно, если этот человек что-то соображает в Underworld, то у него есть приличный запас для того, чтобы подскинуть температуру со своей только что купленной видеокарты, если мы говорим о них. И, как следствие, гипотетически продлить срок ее службы. В простонародье это называется кремниевая лотерея. Конечно, все это очень абстрактно, отражает лишь базовую суть процесса. На самом деле у производителей есть целые этапы бинирования кристаллов. Называется все это у них не кремниевой лотереей, а чип-бинингом. И, конечно же, некоторые хитрожопые производители вроде Intel активно пользуются этим инструментом, маркируя самые удачные кристаллы в серию Супер и продавая их значительно дороже. К примеру, сидишь ты сейчас и смотришь это видео со своего кайфовенького ПК с процессором Intel Core i7-14700KF. А знал ли ты, что твой процессор изначально с внутренним дефектом? Ведь на заводе не было никакого 14700KF, были изготовлены только чипы 14900K. Но после первого этапа чип-биннинга выяснилось, что у ряда процессоров не работает несколько энергоэффективных ядер. У кого-то не работает одно, у кого-то парочка, и тут Intel решает, что в таком случае это будет процессор i7, а не i9. У процессора i9 8 производительных ядер и 16 энергоэффективных, и это именно то, что производитель пытался сделать. Но для процессора i7 также должен быть какой-то стандарт. Не может же у нас один i7 быть с 15 энергоэффективными ядрами, а другой с 14. Поэтому в твоем процессоре при производстве сдохло одно или два ядра, а лишние ядра сверх нормы процессора i7 Intel тебе просто отключили. Но на втором этапе чип-биннинга выяснилось, что у части тех отбраковок, которые мы называем Intel Core i7, ввиду производственного брака не работает еще и графическое ядро. Таким образом, на свет появился твой няшненький i7-14700KF.
Ты все правильно понял, твой i7 не венец творения инженерии, это отбракованный кусок кремния с поломанными ядрами внутри. А вот отборные экземпляры Intel замаркирует как 14900KS и продаст дороже. Я надеюсь, что ты проникся этим предисловием и понял, что никого на производстве не волнует, будет у тебя что-то греться или не будет. Это просто бизнес, в котором решающим фактором является маркетинг. А спасение утопающих — дело рук самих утопающих, поэтому в идеале после сборки компьютера оценить, насколько тебе повезло в этой самой кремниевой лотерее и как следует все настроить. И теперь вспоминаем основы мироздания. Напряжение плюс частота создают потребление. И уменьшая значение напряжения в этом незамысловатом уравнении, мы снижаем потребление, снижая тем самым температуру на нашем процессоре или видеокарте, не теряя при этом производительность. Во всяком случае, если делать все это правильно. Теперь еще раз напомню, что если ты счастливый обладатель 30-й серии карт от Nvidia или ниже, то переходи по ссылке в описании на первый ролик. Там я на пальцах объясняю, как сделать Undervolt. А вот если ты обладатель 40-й серии карт от зеленых и продолжаешь делать Undervolt по кривой через MSI Afterburner, тогда у меня для тебя есть пара интересных моментов. Рассказывать все буду на примере моей RTX 4080 Super в исполнении MSI Gaming X Trio, и предположим, что я захотел сделать Undervolt. Для того, чтобы лучше понимать температуру на чипе, я зафиксировал обороты вентиляторов на 50%. Первым делом, как обычно, запускаю Cyberpunk и выставляю такие настройки, чтобы иметь для наглядности что-то в районе соточки FPS. Отключаю NVIDIA Reflex и генерацию кадров, они будут нам мешать. DLSS фиксирую в одном из режимов, чтобы он не гулял в автомате. Прогоняю при таких настройках бенчмарк и получаю 95,93 кадра в секунду. Карта при этом прогревалась до 60 градусов. Данный результат я буду использовать как референс и далее плясать от него. Напоминаю, что данная часть видео является второй и предназначена для людей с пометкой «продвинутый пользователь». Предполагается, что вы уже посмотрели первую часть видео и знаете, как делать Undervolt. Итак, при первом прогоне бенчмарка я выяснил, что моя карта из коробки работает на частоте 2730 МГц. Открываю MSI Afterburner кривую и подбираю минимальное напряжение под частоту 2730 МГц. Я же хочу сохранить производительность. В моем случае этим напряжением стали 950 мВ. Фиксирую значение, расширяю Power Limit, чтобы в него не упираться, применяю настройки и повторно прогоняю бенчмарк. Внимательно смотрю на цифры и вижу, что частота точно такая же, как и при первом прогоне карты в стоке, и составляет 2730 МГц, а значит, я ничего не потерял. При этом потребление упало примерно до 225 Вт против 300 стоковых, а отметка температуры не пересекла значение в 52 градуса. Таким образом, я только что скинул что-то в районе 75 Вт с карты. И если число 75 вас не впечатляет, то уточню, что 225 Вт это 75% от 300 номинальных. То есть я только что скинул потребление карты на четверть при той же самой частоте, которая была у нас из коробки. Температура в свою очередь упала с 60 градусов до 52, и я безмерно счастлив такому исходу, и будучи готовым на радостях заплакать от такого невероятного результата, я докручиваю тест до конца и вижу, что средний FPS стал 91.63 против стоковых 95.93. То есть я только что нашаманил какой-то хрени и потерял при этом 4-5% номинальной производительности моей видеокарты из коробки. Но как же так? Я же все сделал правильно, зафиксировал стоковую частоту. При этом карта в обоих случаях не упиралась в Power Limit. Куда же делась производительность? Я думаю, самые внимательные заметили 4 числовых значения в самом низу оверлея. Первое из них — это эффективная частота ГП. Она несколько ниже номинальной, и это нормально. Индикатор номинальной частоты — это простая математика. Софт просто перемножает множители и получает частоту в 2730 МГц, которую мы и видим. Это как сказать, что машина железно может ехать со скоростью 200 км в час, но это совсем не означает, что в каждый момент времени она едет со скоростью 200 км в час. Здесь примерно такая же аналогия. Второе число — это GPU Crossbar. Загуглим, что же это такое. Crossbar — это архитектура, которая позволяет большему количеству графических процессоров получать доступ ко всей памяти графического процессора. По сути, это контроллер памяти, кэши, который разбиты на несколько частей для уменьшения задержки и повышения скорости доступа к памяти. Третье и четвертое числа — это температура памяти и хотспота, но сейчас нас это особо не волнует. Нас интересуют первые два числа. Давайте еще раз взглянем на оба прогона. В стоке наша частота составляет 2730 МГц, ровно как и при Undervolt. Эффективная частота в обоих прогонах также равна и составляет приблизительно 2700 МГц. А вот частота Crossbar при работе в стоке составляет 2235 МГц против 2055 МГц при Undervolt по кривой. Понимаю, вопросов на этом моменте стало только больше. Что еще за частота Crossbar? Какого хрена она уменьшилась? Ведь мы меняли только напряжение на графическом процессоре. И почему при равной частоте ГП при падении частоты какого-то там Crossbar FPS стал ниже?
И чтобы еще сильнее не затягивать ролик, сразу отвечу на этот вопрос. При любом отрицательном смещении напряжения на графическом процессоре вы автоматически будете дропать частоту кроссбар, тем самым замедляя обмен данными между графическим процессором и памятью. А так как андервольт это как раз понижение напряжения, а понижение напряжения в свою очередь понижает частоту кроссбар, то привычный нам андервольт на картах 40 серии автоматически становится синонимом потери производительности. Для более наглядного примера того, насколько сильно обмен данными с памятью влияет на производительность всей системы нашей видеокарты, я провел еще один эксперимент. Открыл кривую, зажал Shift и понизил частоту графического процессора на 100 МГц во всех точках. То есть теперь моя карта работает на 100 МГц ниже, чем из коробки во всем диапазоне, но при этом я не трогал напряжение, и оно сохранилось на прежнем уровне в 1,75 мВ. Прогоняю тест еще раз, вижу, что все успешно применилось, и частота теперь составляет 2625 МГц против 2730 стоковых. Эффективная частота также упала на соточку, а вот частота кроссбар сохранилась на стоковом уровне в 2235 МГц. Тем самым получаю 93,65 средних FPS при частоте на 100 МГц ниже против 91,63 средних FPS в андервольте при более высокой частоте ГП. Это что-то из серии того, что у нас очень мощный мотор, но машина все равно не едет так, как ожидалось, потому что мы подаем в него объединенную топливную смесь вместо нормального состава. Процессор может работать на сколь угодно высокой частоте, но какой в этом смысл, если мы режем канал связи с памятью, который дает ему информацию для обработки? Конечно, мы можем нивелировать это разгоном памяти и повышением частоты ядра от стоковой, скажем, до 2850 МГц, но и потребление в таком случае ощутимо вырастет и приблизится к стоковому. И как следствие такой андервольт перестанет быть актуальным. Конечно, 5% это не критическая потеря производительности, но карта 40 серии все же довольно холодная, и я думаю, это не та ситуация, где стоит жертвовать FPS-ами ради нескольких градусов на и без того холодной карте. Поэтому в случае с картами 40 серии я предлагаю рассмотреть другой способ андервольта через разгон ядра и понижение пауэр-лимита. Первым шагом нужно выяснить, насколько мы можем разогнать наше ядро. Для этого, как и в случае с андервольтом по кривой, идем в игру и начинаем плюсовать частоту в графе Core Clock. Для всей линейки карт 40 серии я рекомендую начинать со значения в 100 МГц. Плюсуем, играем, снова плюсуем и так до появления вылетов. После чего понижаем частоту на 10 МГц и идем в OCCT, запускаем тест 3D адаптив и крутим час, ошибок быть не должно. Если ошибки есть, снова понижаем частоту на 10 МГц и повторяем тест и так до победного. В моем случае чип для 4080 Super довольно удачный и позволяет плюсануть 230 МГц по ядру, фиксирую значение и самое сложное позади. Теперь все, что мне нужно, это понизить Power Limit до такого значения, чтобы результат бенчмарка стал равным или близким к стоковому. Здесь все делается опытным путем, в моем случае это что-то в районе 85%. Напоминаю, что я все еще не трогал память и сравниваю исключительно производительность чипа при тех или иных значениях. При таких вводных результат бенчмарка равен 95,32 средних FPS против 95,93 стоковых, что по сути на грани погрешности. Карта при этом потребляет до 270 Вт, что будет являться ее пределом, и за рамки этого лимита она не выйдет. Температура чипа также стала ниже, 56 градусов против 60 в стоке. И да, это не 52 градуса, как в случае андервольта по кривой, но в данном случае мы не теряем производительность, а карта и так холодная. Кроссбар в данном случае также ниже стока, но не настолько, как при фиксе. При этом частота ГП выше, и все это нивелирует потери и уравнивается. Также отмечу плюсы данного способа. При фиксе частоты через кривую мы всегда и везде будем получать те самые 2730 МГц, конечно, если не упремся в Power Limit. И если в случае с AAA проектами, где карта работает на пределе, это еще хоть как-то актуально, то в случае с играми, которые не нагружают нашу карту на максимум, мы будем получать еще большие потери. А это различные сессионки по типу Warzone, Fortnite, Apex и так далее. В случае с фиксом там тоже будет 2730 МГц, а вот в случае с андервольтом данным способом частота будет буститься гораздо выше, и тем самым разрыв в пользу андервольта по лимиту будет еще больше. Ну и теперь несколько слов о разгоне. Так как мы нашли стабильное значение плюса по ядру, то теперь управление картой целиком и полностью в наших руках. Мы можем понижать лимит или повышать, тем самым андервольте или разгоняя нашу карту. Также не забываем про ползунок Core Voltage. Карты одной и той же серии порой работают на разных напряжениях из коробки. К примеру, 4080 Super в зависимости от биоса может работать как на 1.075 мВ, так и на 1.1. Как правило, чем слабее карта, тем выше там напряжение. То есть в случае с 4070 там скорее всего будет 1.1, в случае с 4080 будет 1.075, а в случае с 4090 будет 1.05. Но мы можем выкрутить ползунок напряжения на 100% и получить 1.1 вольт. Это даст нам сверху еще порядка 30 МГц. Также не забываем про память. Для карт 4080 и выше для памяти GDDR6X можно начать с частоты плюс 1000 МГц. Как
Как правило, значение плюс 1200 работает практически у всех. 1200 МГц в 2 канала — это 2400 МГц, и в сумме с 23 стоковыми получаем частоту памяти в 25400 МГц. Но, конечно же, все нужно тестить, и каждый случай уникален. Я в свою очередь юзаю карту в разгоне, и выглядит это следующим образом. Плюс 100% по напряжению, плюс 230 МГц по ядру и плюс 1500 МГц по памяти, что заставляет ее работать на частоте 26000 МГц. Ну и напоследок сравним сток с двумя вариантами андервольта и разгоном. В стоке имеем частоту 2730 МГц при потреблении в 300 Вт и температуре до 60 градусов. При андервольте по кривой имеем частоту в 2730 МГц при потреблении в 230 Вт и температуру в 52 градуса. При андервольте по лимиту имеем частоту 2880 МГц при потреблении в 270 Вт и температуре в 56 градусов. И, наконец, в разгоне имеем частоту в 2985 МГц по ядру при температуре в 62 градуса. Все тесты проводились в разрешении 4К. Если брать стоковый результат за основу, то результат андервольта по кривой дает снижение производительности в 4-5%. Результат андервольта по лимиту дает равный результат со стоком. А разгон карты, в свою очередь, накидывает что-то в районе 5% производительности. При более низком разрешении разгон дал бы больше. Также результаты будут меняться от проекта к проекту, но суть от этого не изменится. Каким вариантом андервольта пользоваться, решать вам. Я в свою очередь отмечу, что в каждом конкретном случае лучше подойдет тот или иной способ. Все зависит от ваших вводных, конкретной карты, ее исполнения и так далее. В моем личном использовании было что-то около 7 карт 40 серии, и при моей компоновке ПК, а это хорошая продуваемость корпусов и так далее, вариант с андервольтом по лимиту везде смотрелся лучше. Хотя карты я всегда использовал в разгоне, так что выбор за вами. Подписывайтесь на YouTube канал и на Telegram канал, делитесь своим мнением в комментариях. Также наряду с Telegram каналом у нас есть подвязанный тематический чатик, где вы можете подискутировать с другими энтузиастами по компам. Ну а на этом на сегодня у меня все. Пока.